Здравствуйте, друзья! После того, как Россия получила очередной унизительный пинок от Эрдогана и передумала выходить из зерновой сделки, на российском телевидении воцарилась атмосфера отчаяния и разочарования. Риторика российских экспертов в последние месяцы и так радикально поменялась по сравнению с тем, что они говорили в самом начале войны после начала вторжения в Украину. Ну, а теперь и вовсе воцарились совсем такие упаднические настроения, и все чаще мы слышим от российских экспертов признание собственного бессилия. Ну, а после очередного унижения в Черном море этих экспертов буквально прорвало. К примеру, известный российский радиоведущий Сергей Мардан, о котором я уже упоминал в своих предыдущих видеоблогах, прямо признал, что российский флот просто слабый и никчемный, поэтому Россия ничего не может сделать в Черном море. Турция оказалась на голову сильнее, ее флот оказался гораздо мощнее. И поэтому Украина и Турция теперь диктуют России в Черном море свои условия, а та вынуждена их выполнять. Просто потому, что ничего не может сделать. Вот давайте не будем себя обманывать. Турецкий флот в несколько раз мощнее российского Черноморского флота. Посмотрите статистику. Вот любой там ура-патриот, который говорит, давайте мы заблокируем этот караван свободы. Чем блокировать-то? Ну что вы сами себе врете? Турки владеют Черным морем сейчас. Советского Союза давно нет. Вот что удивительно. Раз они все это признают, публично озвучивают, ну, значит же, они понимают, что на самом деле происходит. Значит, они видят, что армия разворована, что российский флот слабый, отсталый, что деньги, которые там выделялись на его формирование, перевооружение, куда-то исчезли, что вот эти все сотни миллиардов долларов, вдумайтесь только в это, да, которые выделялись на армию годами, они просто все ушли на яхты, самолеты, дворцы друзей Путина, что по сути Россия из-за этого оказалась в таком совершенно разобранном положении, и понимая это, да, что она настолько слаба, что все разграблено, все равно Путин ввязался в эту заведомо проигрышную войну, которую невозможно выиграть. И вот, понимая все это, они все это видят и понимают, эти люди все равно требуют продолжать войну, давайте еще дальше воевать. Это же какой-то абсурд, да, то есть вместо того, чтобы остановиться, выдохнуть и вообще заниматься восстановлением своей страны, да, найти каких-то, подыскать других компетентных руководителей, как сделали бы в любой другой стране, да, как бы заниматься восстановлением того, что разграбили, разворовали. Им же очевидно, как все плохо, да, но вместо того, чтобы остановиться и заниматься своей страной, они требуют еще больше воевать, до победного конца. Хотя понимают и видят, что вот это безумное продолжение войны, оно только приводит к усугублению ситуации. И еще больше унижений. То есть, но они, тем не менее, требуют продолжать себя закапывать еще глубже. С одной стороны, вызывает уважение к нашей принципиальности. С другой стороны, некое непонимание тоже это действие вызывает. Уже даже телеведущие федеральных каналов признаются, что действия российского руководства вызывают у них непонимание. То есть пропагандисты, у которых работа объяснить и оправдать любое действие Путина, признаются, что даже они в замешательстве. Они не знают, как объяснить то, что происходит. Ну что, мы вернулись в сделку, зерно разблокировали наш? Вопрос заключаться будет в том, что как бы бесплатное его отправление, это хотя бы информационный какой-то выход из этого, чем просто там так зерно сгниет. Нет, значит, Путин сказал, если выйдем еще из сделки, тогда бесплатно, сейчас за деньги. Вот вопрос заключается в том, что как бы вопрос, насколько мы можем влиять на эту сделку в полном объеме, вопрос очень открытый, потому что, напоминаю, что у нас один день, соответственно, Турция поставляла поперек, соответственно, пожеланий свои суда. В студии государственного телеканала уже открыто насмехаются над Путиным и его беспомощными заявлениями. Ведущий Евгений Попов не может сдержать смех. Вы это видите сами, обсуждая очередные угрозы российского президента. Я не припомню такого раньше, да? А его гость в очередной раз констатирует, что Россия просто ничего не может сделать в Черном море и не может никак помешать
вывозу зерна из Украины. То есть происходит какое-то безумие. С одной стороны, россияне видят, что творится какая-то дичь. Они это понимают, мы это видим с вами. Да? Они даже уже это публично признают. То есть они понимают, что вот эта война на Россию не усиливает. Наоборот, делает только слабее. Авторитет России в мире не укрепляется, наоборот, он падает. Престиж России растоптан. И вот очередная вот эта история в Черном море, она же это наглядно показывает, что чем больше будет это длиться, тем больше раз Россию где-то кто-то унизит, пнет, и тем больше Россия потеряет позиции. Но при этом эти же россияне, которые все это видят, не хотят останавливаться. Ни за что, нет. Вот они, знаете, как в этой сказке, как крысы, идут за дудочкой, на которой играет Путин, в пропасть. И они понимают, что происходит дикость. Они смеются над Путиным, а все равно продолжают идти в пропасть за этой дудочкой, на которой он играет. Безумие, нелепица, происходит что-то абсолютно нелогичное. Но, видимо, Россия просто по-другому не может. Друзья, подпишитесь на канал, это очень важно, потому что здесь звучит правда о том, что происходит в Украине, и поделитесь этим видео, помогите этой информации распространиться, поделитесь ею в соцсетях.